Добро пожаловать в Taillook. Как только вы завершите раскладку плитки и разместите объекты в проекте, можно переходить к одному из самых интересных этапов, где ваш проект превращается в живую картинку, которую иногда даже сложно отличить от фотографии. Этот процесс обработки проекта специалисты называют рендер. Мы же будем использовать более простое слово – визуализация. Тем более, что именно так называется вкладка верхнего меню, с которой мы сегодня познакомимся. Taillook позволяет создавать фотореалистичные изображения, подобные тем, которые вы видите сейчас на экране. Это уже опубликованные на Taillook проекты. Также можно создавать динамические и стереографические панорамы на 360 градусов. Об этом есть специальное видео на нашем канале. И делиться ими с коллегами, направлять своим клиентам и заказчикам, которые смогут их просматривать на телефоне, компьютере или в режиме виртуальной реальности, используя для этого любую гарнитуру Google, Samsung или других брендов. Давайте посмотрим, как можно сделать визуализацию проекта без особых изменений в настройках. Преимущество Taillook в том, что все объекты, используемые в программе, уже имеют правильные настройки материалов и параметры для визуализации. Они установлены изначально, и без необходимости их можно не трогать. Все, что нужно сделать, это выбрать красивые виды вашего проекта и нажать на кнопку «Визуализация». Открывается мастер создания визуализации, который предлагает сделать несколько простых шагов, прежде чем нажмем на старт. Первый шаг – выбор и настройка камер. Камерой мы будем называть выбранный вид, композицию или сцену, которую хотим превратить в фотореалистичное изображение или в снимок 3D-вида. Камеры можно добавлять, удалять и, конечно же, настраивать, что мы сейчас и сделаем. Выберем название для камеры. Пусть это будет вид 1. Выберем вид камеры, перспектива или панорама. Определимся с соотношением сторон, размером будущего изображения и нажмем «Применить». Нажимаем «Далее», чтобы перейти к следующему шагу – настройки освещения, где мы сможем определить положение солнца, выбрать время суток и установить общий уровень яркости для визуализации. Нажимаем «Далее», чтобы на следующем шаге выполнить настройки внешнего фона. Это актуально, когда в вашем проекте есть окна или открытые проемы, куда можно подставить фоновое изображение, загруженное из Taillook или вашего файла с компьютера. Размер и положение фона можно масштабировать и расположить его так, чтобы вид из окна был наиболее реалистичным. Нажимаем «Далее», чтобы выполнить дополнительные настройки, которые влияют на качество визуализации. Здесь вы найдете комментарии к этим настройкам, однако надо помнить, что управлять ими желательно, когда вы знаете, какой результат хотите получить. Если вы сомневаетесь в нем, то лучше оставить их без изменений. Нажимаем «Далее», чтобы выбрать устройство, на котором будет происходить сам процесс визуализации. Это может быть ваш компьютер или сервис Taillook, который запустит этот процесс в фоновом режиме, информируя вас о времени его завершения и позволит вам продолжить работу над проектом дальше. Пока идет процесс на производительных серверах Taillook, можно свернуть это окно и вернуться, к примеру, на вкладку «Разложить плитку». Внести там некоторые изменения. Также можно перейти на вкладку «Спецификация», чтобы что-то уточнить, состав или количество плитки. Или сделать паузу и выпить чашку кофе. Сам процесс визуализации в среднем занимает от 5 до 20 минут. И если вы решили его запустить на своем компьютере, то надо помнить, что время его выполнения напрямую зависит от характеристик компьютера, сложности самого проекта, который определяется количеством объектов и плитки, а также разрешения изображения, которое вы хотите получить в конце. По умолчанию установлено Full HD разрешение. Его можно изменить в настройках камеры. При желании в любой момент можно остановить процесс визуализации. В этом случае программа выполнит процедуру удаления помех с изображения, и полученный результат можно будет уже сохранить в форматах JPEG и PNG, выбрав место для хранения и имя нового файла.
Давайте вспомним урок номер 7, где после расстановки мебели мы изменили цвет дивана. Сейчас самое время познакомиться с этими возможностями редактирования цвета и поверхностей у материалов 3D-объектов, которые также доступны на вкладке «Визуализация». На экране трехмерного вида кликнем на объект, точнее на его элемент с материалом, который ему присвоен. Этот материал также станет активен в правом окне, и если на него дважды кликнуть или нажать на значок «Карандаш», то откроется окно редактирования материала, где мы сможем настроить следующие параметры: название и видимость материала. Ниже расположены вкладки «Тип поверхности», где в справочнике предлагаются разные варианты для металла, керамики, стекла и других. Выбирая один из них, мы сразу видим результат на объекте в окне трехмерного вида. Далее идет вкладка «Цвет» или «Текстура материала», в которой можно выбрать цвет или вместо него текстуру, к примеру, эту, и применить к данному материалу. Если нажать на значок «плюс», то станут доступны другие текстуры из библиотеки Taillook или ваших папок. Следующая вкладка – «Наложение текстуры». Здесь можно изменить масштаб, сместить текстуру по оси X и Y или повернуть ее. Вкладка «Светоизлучение» позволяет нам превратить практически любой материал в источник света. Если мы поставим галочку здесь, добавив ему такое свойство, то в следующем поле необходимо указать значение для эффективности излучения. Оно измеряется в люменах. Это обычные единицы измерения. Они указаны на коробке любой лампочки, которую мы покупаем. На последней вкладке «Цвет светоизлучения» необходимо выбрать из палитры нужный цвет, которым будет светиться выбранный нами материал. Таким образом, мы можем управлять освещением в нашем проекте. Давайте вернемся к камерам и посмотрим, как можно создавать разные виды проекта, которые мы будем готовить для визуализации, использовать в альбоме проекта, в своих презентациях, а также направлять клиентам или делиться с коллегами. Забегая вперед, хочется сказать, что совсем не обязательно все виды превращать в фотореалистичные изображения. Возможно, для оформления проекта вам понадобятся и черно-белые эскизы или изображения, где достаточно будет того качества, как на экране до визуализации. Поэтому видов или камер в проекте, как правило, больше, чем изображений, которые надо визуализировать. Первоначально в новом проекте на вкладке «Визуализация» присутствует одна камера. Это маленькое окошко предварительного просмотра вверху справа. Камера записывает текущую точку обзора трехмерного вида, поэтому, двигая ее, меняется и предварительный просмотр для этой камеры. Нажав на кнопку «Добавить камеру», мы одновременно и сохраняем текущий вид, это камера номер 1, и создаем новую точку для обзора камеры номер 2. Поначалу она будет совпадать, но смещая 3D-вид, будет меняться и предварительный просмотр у камеры 2. Давайте сейчас нажмем на камеру 1. Видим, что мы вернулись к предыдущему виду. По такому вот принципу можно создавать и сохранять новые виды проекта, а также быстро переходить от одного к другому, переключая камеры. Если нажать сейчас кнопку запуска визуализации, то в окне выбора и настройки камер будут показаны все созданные нами камеры, из которых надо выбрать и настроить те, которые мы хотим визуализировать. Дважды кликнув на окошко предпросмотра камеры в правом верхнем углу, можно просмотреть изображение в полном размере. Это можно сделать как до, так и после визуализации изображения. Из этого окна можно сохранить изображение на компьютере в форматах JPEG или PNG. Также в верхней панели располагается инструмент, который переключает режим цветного изображения в черно-белое. Можно настроить камеру, открыть полноэкранный вид и сохранить такой вариант изображения себе на компьютер. После сохранения проекта на своем компьютере или в облачном хранилище Taillook, он вместе со всеми изображениями или камерами будет сохранен и на сайте Taillook.com в вашем кабинете «Мой Taillook» в папке «Мои проекты». При желании его можно экспортировать в специальный файл PDF, альбом проекта, распечатать и показать своим клиентам. Подробнее об этом мы узнаем на следующем уроке, а сейчас хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться к нам через чат на сайте, это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана,
или написать нам письмо на электронную почту contact@tailuk.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю бесконечного творчества и новых идей для дизайна. До скорой встречи на Tailuk.